Сяо Янь пробивался сквозь толпы протекторов прямо к учителю Яо Лао. Он нашел его в виде заключенного сгустка света. Сяо Янь впервые встретил Яо Лао с тех самых пор, как тот был схвачен. Его сердце, волосы выглядели как у обычного старика. Весь его вид причинял Сяо Яню боль. Жизнь его наставника в целом не особо пострадала, но он точно все эти годы страдал. Когда Сяо Янь преклонил перед ним колени, глаза старика дрогнули, и он открыл их. Перед собой он увидел повзрослевшего молодого человека. «Мальчик, ты наконец-то вырос!» Теперь, спустя несколько лет, этот молодой парнишка сумел настолько вырасти. В плане силы он достиг 9-й звезды предка. Но времени мало. Они все еще находятся в таком опасном месте. Все обсудить они смогут сразу, как только сбегут с территории Дворца Душ. Сяо Янь вытянул ладони и коснулся ими светового сгустка. Могучая духовная сила вырвалась. Но учителя еще держали цепи заключения души. Они специально сдерживают души, и они очень крепкие. Не так-то просто их уничтожить. Сяо Янь схватил ладонью цепь и высвободил свое пламя 3000-летий на полную. Он начал обжигать цепь огнем. Яо Лао испытал шок, увидев фиолетовое пламя, и радостно спросил: «Ты поглотил новое небесное пламя?» «Да, горящее пламя 3000-летий», — усмехнулся Сяо Янь. Ужасающе высокая температура пламени постепенно разрушила все цепи. Освободившись, старик размял свои запястья, а затем невольно рассмеялся про себя. Неужели он, Яо Чэнь, снова сумеет сбежать из этого проклятого места? Да, теперь им нужно как-то сбежать с этого места заточения. Но когда они с учителем направились к выходу, неожиданно возник пространственный барьер. В воздухе появился старик, одетый в серую накидку, вокруг которого парили черные цепи. Это еще один эксперт уровня почтенного воина. Случилось то, о чем он волновался больше всего. Здешние силы Дворца Душ включали в себя не только ту 5 почтенных воинов. Яо Лао знал того старика, Джай Сина. Глава дворца послал его наблюдать, и он ждал прибытия рыбы покрупнее, а именно Сяо Яня. Выходит, глава зала заинтересован в Сяо Яне еще больше, чем в Яо Чэне, а все дело в ключе клана Сяо. Яо Лао приказал: «Не дерись с ним, сперва сбежим. Ты не сможешь противостоять ему сейчас». Сяо Янь сжал зубы и кивнул. Парень понимал, что сила этого старика куда выше, чем у Мугу и всей 5 почтенных воинов. Когда тот начал атаку, Сяо Янь с холодом крикнул: «Техника тройного усиления божественного пламени! 1-е, 2-е, 3-е проявление!» Аура Сяо Яня резко возросла. Фиолетовое пламя вырвалось и преобразовалось в огромного дракона. Он взревел и устремился навстречу старику Дворца Душ. Могущество Джай Сина и вправду ужасало. Он достиг силы как минимум почтенного воина 5 звезд. Другими словами, он мог называться Тяньзуном Золодухов. Учитель спрятался в кольце, а Сяо Янь в полную силу бился с экспертом дворца. Поразительная пропасть в силе между ними заставила Сяо Яня выложиться на максимум. Атака ладонью Джай Сина даже оставила отпечаток на поверхности тяжелой черной линейки. Хотя отпечаток и не оказался глубоким, но даже этого хватило, чтобы шокировать Сяо Яня. Этот тяжелый меч всю свою жизнь служил ему оружием, поэтому он был осведомлен о его прочности. Однако старик Джай Син сумел оставить на его поверхности свой отпечаток ладони. Сяо Янь с осторожностью смотрел на старика. Первым делом ему нужно было покинуть зал заточения. Ему станет проще, если он окажется на поверхности вместе со своими товарищами, остальными почтенными воинами. Но если он останется здесь, то рано или поздно этот старик прикончит его. Даже при помощи своей секретной техники он не может очень долго отбиваться от его атак. Сяо Янь использовал огненный лотос, но, как и ожидалось, он не сильно навредил старику. Тогда Сяо Янь пошел на хитрость. Он разрушил цепи всех остальных заключенных душ и таким образом немного отвлек противника. После чего, использовав остаточное изображение, ускользнул к выходу. Парень бежал на максимальной скорости, ведь он ясно ощущал, что старик Джай Син преследует его. Он наверняка вышел из себя от ярости, когда понял, что его обхитрили. Сяо Янь выбрался наружу к своим людям, но его поразила печальная картина. Все было разрушено.
10 ужасающих аур сотрясали воздушное пространство. Воздух наполнился рядом черных пространственных трещин, из-за чего протекторы ощущали давление. Они просто не смели вмешиваться в битву такого уровня. К счастью, его соратники не попали в невыгодное положение. 5 почтенных воинов Зала Душ обладали силой примерно на уровне 3 звезд. Поэтому кроме почтенного Тэцзяня, который умудрялся лишь сдерживать своего врага, в остальных 4 схватках его соратники даже немного превосходили своих оппонентов. Но до окончательной победы еще далеко, и уйти так просто не выйдет. Ждите продолжения в следующем видео. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!